Всем привет! На обзоре снова бренд Unitrend. В линейке бренда появилась новая 60-я серия. Вначале показалось, что это более совершенная доработка 123-й модели, особенно если сравнивать желтую и синюю кнопку, ну и форма прибора. И на первый взгляд это кажется продолжением 123-й серии. В комплект поставки входит яркая фирменная упаковка, сертификат соответствия с датой поверки ноябрь 21, руководство пользователя, к сожалению, только на китайском языке, хотя здесь, думаю, не составит большого труда разобраться с техническими параметрами. Видим диапазоны измерения, разрешение и ихняя точность. Видим отличное значение напряжения на режиме теста диода 0,4 вольта. Здесь, видимо, производитель решил убрать некоторую ошибку, которую допустил в топовой 61 серии, где много было жалоб по поводу низкого напряжения на шупах и отсутствия индикации падения напряжения на мощных светодиодах. Видимо, в подарок идут вот такие тестовые зажимы, а может это стандартная комплектация. Качество шупов конкретно на этой модели, не знаю, может это нормально. Но по поводу качества шупов, конечно, есть некоторые сомнения. Датчик температуры. Ну и, конечно, внешний вид. Это особый козырь у бренда Unitrend. Независимо модель старшая, младшая, практически невозможно придраться. В общем, как всегда, идеальное качество изготовления. Ну и наконец-то смогли. Даже в 61 серии такого не было. Его всегда не хватало. Неужели появилось нормальное крепление для того, чтобы надежно закрепить или, так сказать, повесить на стену? Здесь он даже с ребрами усиленный. В целом отлично. Опорная ножка открывается, закрывается легко. Для большей надежности снизу ребра жесткости. Фиксируется на плоскости отлично. Ну и живое сравнение 123 серии. Как видим, приборы далеко ушли друг от друга. Хотя они очень похожи, но это уже другая взрослая серия. Ну и старшие модели, более развитая работа с токами, больше возможностей. В общем, все посмотрим далее в ролике. Быстро заглянем и на вторую модель. Здесь уже видим нормальное руководство пользователя на английском языке. Поставка приборов была с разных магазинов, соответственно, видим, какое отношение к покупателю у разных продавцов. Лучше бы, конечно, русскоязычное руководство, но с английским тоже как-то разберемся. Почти такие же значения диапазона измерения, разрешения и допустимые отклонения. Ну и раздел частоты. Термопара точно такая же. Шипы в обоих комплектациях неплохие.
брендовые. На обоих маркировка Unit Trend. Максимальный ток измерения до 10 ампер. Много общего в дизайне и в сравнении с 61 серией. Внимание на селектор, он точно такой же и на этой модели, прорезиненный, приятный на ощупь. И переключается он даже, по-моему, даже лучше, чем на обкатанной 61 модели. Поскольку новая модель гораздо меньше размером, легче размером, но она все равно легко управляется одной рукой. На практике это очень важный момент. Особенно даже если сравнивать с такой промышленной моделью, более серьезная профессиональная модель, и даже в сравнении можно сказать, что переключатель на новинке ушел далеко вперед. Но мне кажется, что эти селекторы уже доживают свой век. Когда появляется небольшой опыт работы с кнопочными автоматическими приборами, приходит понимание, что это очень легко, практично и достаточно быстро. Отсек для элементов питания. Здесь все так же для надежности, для долговечности. Видим бронзовые резьбовые вставки, одинаково на обоих приборах. Видим расположение предохранителей. Для замены не нужно разбирать прибор, что весьма удобно. И питается прибор от 3 элементов стандарта 3А 1,5 вольт. Прежде чем начать измерение, удивлен поведением этого прибора. В чем причина, пока неизвестно, и влияет ли это на качество измерений. Ближе к этому вопросу вернемся в конце ролика, ну и заодно в конце ролика посмотрим внутри начинку приборов. А теперь проведем измерение. Измерение начнем с измерения напряжений и видим контрастную четкую картину, дополнительные значки, так скажем, подсказки для подключения щупов. На этом приборе видим более интересную подсветку кнопок, своего рода индикация о включенном на данный момент режиме измерения. Здесь он горит предупреждающий желтым цветом, то есть повнимательнее с высокими напряжениями. Другие кнопки точно так же подсвечены, но уже с другим цветом и самым таким тревожным цветом, предупреждающим об опасности, кнопка измерения токов. Хоть и предполагалась одна серия, но видим, какая разница даже в дисплеях. Здесь модель имеет аналоговую шкалу, как на взрослых приборах, но счетчик измерения на обоих приборах имеет одинаковое значение вычислений. Короткое нажатие кнопки включения позволяет включить подсветку дисплея. Здесь удерживаем кнопку Hold и тоже видим более тусклую, но энергоэффективную подсветку. По контрасту, по качеству отображения и углы обзора все здесь отлично. Как видим, отличный результат, практически под прямым углом. Но вот подсветка дисплея, к сожалению, на обоих моделях очень быстро гаснет. Не знаю, что стоит сделать нормальную подсветку, хотя бы как на этой совершенной модели 61 серии. Это же прекрасно, когда захотел отключил, когда захотел заново включил. И это очень сильно напрягает, особенно когда есть необходимость. Нужно включать каждые полминуты, то есть постоянно держать связь с мультиметром. Не понимаю, зачем 1000 раз нажимать кнопку подсветки, когда можно его один раз включить и пользоваться ровно до тех пор, пока есть такая необходимость. Гнезда шипов, здесь все абсолютно идентично. Видим цепь коммутации большинства измерений справа, гнезда.
диоды, частоты, градусы, сопротивления и так далее, и напряжение, соответственно, соблюдая категорию безопасности до определенных номиналов. Снизу цепь коммутации микроамперов, самых малых токов в приборе, как указано, до 1000 микроампер. Сверху идет коммутация силовой части, тоже совмещенные с малыми токами, миллиамперами. В общем, все то же самое и тут. Первые измерения начнем с напряжения. И на протяжении всех измерений будут использованы высококачественные щупы, одинаковые на обоих приборах. Измерение элементов питания. Прошу обратить на скорость измерения. Это просто мгновенно. Реально очень быстрое измерение. Все точно так же измеряется и на этом приборе. Проверим на точность. Будем питать с помощью прецизионного блока питания Rigol. Особенно для тех людей, кто очень требователен к милливольтам. Как видим, есть отличное отображение 1 милливольта. И даже в этом режиме еще одной цифры из микровольтов, которые не можем увидеть на блоке питания из-за того, что не предусмотрено такое разрешение. Но мультиметр, как видим, отображает такую цифру и понимаем, какой на самом деле сигнал поступает с блока питания. На мультиметре, помимо автоматического режима подбора диапазонов, с помощью кнопки Range можем выбирать самостоятельно подрежимы измерения напряжения, то есть менять диапазоны. 3 цифры после запятой в измерении целых чисел вольта можно поменять на 2 цифры после запятой, 1 цифру после запятой для измерения более грубых больших напряжений и крайний переход в режим измерения милливольтов. Но если оставить ручной режим и при превышении напряжения выдается предупреждение overload, ошибка, но с прибором, как видим, ничего не случается, и при достижении значений измерений в пределах допустимых норм прибор снова возвращается в нормальный режим измерения и отображает точное значение напряжения. Но если прибор оставим работать в автовыборе диапазона, то она прекрасно работает, автоматически переключается и точно подстраивается под текущие значения измерения. Раньше на стрелочных приборах при неправильно выставленном диапазоне и при превышении порога можно было вывести из строя прибор, но это уже современные мультиметры, и здесь предусмотрено более совершенные возможности автовыбора диапазонов измерения. Смотрим на точность прибора. Показывает великолепные результаты. Один в один наравне идет с высокоточным блоком питания. Один вольт, прекрасный результат. Ну и неплохие измерения в 5 вольт. Набегают лишних 2 милливольта. Но, конечно, эту ценовую категорию еще нельзя сравнивать с более точной 61 серии. Помимо того, что здесь в 2 раза выше ценовая категория, но дешевые приборы стараются подтянуться как и качеством дизайна. Недостатком, конечно, на этих приборах можно отнести отсутствие кнопок фиксация как максимальной, так и минимальной значения измерения. Неплохие начальные измерения милливольтов показывает и этот мультиметр. Одинаково по точности повторяет наравне с блоком питания. С возрастанием напряжения смотрим, наблюдается некоторая погрешность, набегает на 800 милливольтов. Есть разница в 2 милливольта.
На 1 вольт появились расхождения, и с увеличением напряжения до 5 вольт видим, набегает 5-6 дополнительных милливольт. Это может быть не так много, но первый прибор показал более лучшие результаты. На этом приборе точно так же кнопкой Range можем выбирать вручную диапазоны. Все точно так же. И здесь тоже все точно так же можем менять значение чисел цифр после запятой, выбирать сотые, десятые, тысячные доли вольта. Но ручной выбор режима диапазона с каждым днем становится все менее актуальным. Снова смотрим на эту ошибку Overload, и даже при значительном превышении напряжения с прибором, как видим, ничего не случается. И при возвращении в нормальный диапазон измерения снова прибор начинает измерение. Это, конечно, неудобно, когда переходит в режим перегрузки, но приборы с каждым днем становятся все технологичнее, и грамотный, быстрый автоподбор диапазонов попросту делает ручной подбор режима измерения неактуальным в современных устройствах. Теперь есть еще такой режим измерения, отдельное измерение милливольтов. Данный режим милливольтов позволяет отображать и микровольты, то есть в режиме милливольтов видим все 3 цифры микровольтов. И на живом приборе можем наблюдать, как мультиметр способен обнаружить даже микровольты при заданном 0 вольт на блоке питания. Но благодаря данным мультиметрам мы можем наблюдать даже на такие сверхмалые напряжения. На этом приборе точно так же есть свой отдельный режим измерения милливольтов, и все точно так же есть возможность выбора ручного диапазона, где снова сможем увидеть 3 цифры после запятой, то есть увидеть все микровольты. Приборы с успехом также измеряют и переменное напряжение в микровольтах, милливольтах. Здесь тоже можем переключаться на переменное напряжение в обоих режимах, но у этой модели видим преимущество, возможность одновременного отображения и напряжения, и сверху частоты. Одним взглядом получить все основные значения. На мультиметре, помимо автоматического режима подбора диапазонов, с помощью кнопки Range можем выбирать самостоятельно подрежимы измерения напряжения, то есть менять диапазоны, выбирать сотые, десятые, тысячные доли вольта. Конечно, эпоха таких мультиметров уже доживает свой век, где вручную приходится выставлять режим измерения. Проблемой была особенно тех приборов, где нет гистерезиса перехода в режимах измерений. Приходилось выставлять режим измерения для более точного измерения на 2 вольта, на 20 вольтов, на 200 вольтов и более точно подбирать режимы измерения. А теперь автоматический подбор режимов, во-первых, правильно подстраивая режим, сохраняет жизнь прибору от случайных перегрузок и так далее. Есть индикация высокого опасного напряжения, ну и одновременное отображение как переменного напряжения, так и частоты. Ну и отображается аналоговая шкала, хотя работа этой шкалы мне не очень нравится, потому что кажется, что это не отдельная быстрая шкала, а что-то типа дублера основного измерения. Потому что нет никакой скорости реакции, то есть это просто отражение цифрового измерения на аналоговой шкале. А вот здесь она реально живая, и смотрим, насколько высока чувствительность. Большую чувствительность и реакцию выше, чем отражение цифровой части. И здесь, как видим, как бы ни старался, все равно нет скорости реакции. Этот прибор тоже отлично измеряет переменное напряжение, есть значок опасного высокого напряжения, но в этом режиме измерения, к сожалению, нет возможности отображения частоты,
И здесь, как видим, предусмотрено отдельно свой раздел измерения, возможности отображения частоты, и, как видим, прекрасно измеряет. Также можем видеть возможность измерения и процентного соотношения, то есть скважности. Видим результат. Теперь посмотрим, как мультиметры будут измерять малые напряжения переменные. Будем генерировать хорошую форму сигнала синусоиды, и изначально на 1 Гц смотрим, прибор пока не понимает, что происходит, идут ошибки. Даже при значительной амплитуде в 17 вольт и даже на 25 вольт пиковых, и на этой частоте, как видим, нет нормального измерения. Будем поднимать частоту, и примерно на частоте 5 Гц, видимо, сигнал начинает приобретать форму, и более-менее напряжение пытается отобразить точные показания. Но свыше 10 Гц уже видим истинные среднеквадратичные значения становятся максимально приближенные к истинному значению, в котором можем убедиться и на примере измерения с помощью осциллографа от бренда Rigol. Как видно, на мониторе появляется более-менее точное показание, максимально приближенные к истинному значению. И если еще раз начинать поднимать частоту, то показания на мультиметре становятся еще более приближенные к значениям осциллографа Rigol. И даже на отметке в 1 кГц видим прекрасный результат. Все еще сохраняется форма сигнала и нормально извлекается точное напряжение. И свыше 4-5 кГц видим ощутимое падение напряжения. Ну а свыше 6, 7, 8 кГц уже частота тоже начинает пропадать. То есть не частота, а возможность отображения частоты на мультиметре. И наблюдаем, насколько точно отображает напряжение в данных измерениях. Теперь на амплитуде в пиковой 25 вольт и более-менее такое среднее значение в 1 кГц посмотрим на разные формы сигнала. На стабильность измерения, в том числе и качество измерения, все-таки это влияние многих факторов, экранирование проводов, тем более хоть сам провод и хороший, но от него еще тянутся провода шипов. Они дополнительно складывают сопротивление, и для измерения самых мизерных микро, думаю, не самый лучший способ измерения на точность. И на второй модели здесь точно так же неплохие результаты измерения среднеквадратичного напряжения на пике в 25 вольт и на правильной форме синусоиды 50 Гц. А вот с уменьшением частоты смотрим на этой модели гораздо лучшие возможности измерения. Хоть и наблюдается значительная потеря сигнала, напряжение в измерении, но все же более лучшие результаты на частоте в 1 Гц. Поднимаем частоту на 1 кГц, и тут тоже очень близкие к осциллографу показания. Точные истинные среднеквадратичные значения переменного напряжения, но все, что поднимается выше, здесь тоже видим свыше 7-8 кГц измеряется. Более хороший результат, хоть и наблюдаем значительное падение, и на 10 кГц тоже остается какая-то форма сигнала. И даже 14 кГц, 15-17 кГц, то есть у этого прибора больше возможностей. Теперь снова в 1 кГц будем смотреть и другие формы сигнала. Снова это меандр, прила и так далее. Здесь тоже можем видеть одинаково хорошую работу, как и на первом приборе. В правом верхнем углу маленький значок функции Auto Power Off, то есть эта функция позволяет автоматически выключать прибор спустя определенное время, если не пользоваться прибором.
И если не пользоваться прибором примерно 15 минут, прибор создает вот такое предупреждение. Надо успеть добежать, нажать какую-нибудь кнопку, и если этого не сделать, идет еще раз звуковое предупреждение, и прибор отключается. Ну, эту функцию можно отключить. При выключенном приборе удерживаем кнопку Select, включаем прибор, и значок исчезает. И теперь можно бесконечно пользоваться прибором вплоть до полного опустошения элементов питания. Точно такая же функция есть и на другом приборе, хотя производитель почему-то не разместил значок в виде таймера. И для отключения здесь точно так же на выключенном приборе удерживаем нажатой кнопку Range, включаем прибор, и как показывает сообщение Power Off, то есть прибор переходит уже в режим бесперерывной работы, то есть не будет отключаться самостоятельно. Далее функция NCV, так называемый тест скрытой проводки. На этом приборе кается только одно положение, поскольку не нашел, как переключаться. Ну а в этой модели есть возможность выбора двух подрежимов High и Low, более слабый и более высокая чувствительность. Помимо индикации на дисплее начинает дублировать и светодиод разными цветами в зависимости от степени интенсивности сигнала. Контактный способ на щуп, смотрим, постоянное напряжение чувствуется, малое напряжение. Ну и малое переменное напряжение, тоже есть чувствительность на щупы. Точно такая же чувствительность и на втором приборе. Что касается работы дистанционного сенсора, то видим, даже на приличном расстоянии идет обнаружение поля, но здесь поле постоянного напряжения не измеряется. Фон, может быть, и смогли бы почувствовать мультиметры, но только при использовании более дешевых низкокачественных импульсных блоков питания, где за рамки постоянного напряжения могут дополнительно создаваться наводки, пульсации, помехи и так далее. И прибор спокойно смог бы их определить и в постоянном напряжении дешевых импульсных блоков питания. Но чувствительность у этих приборов очень хорошая. Точно распознает на разном значении дистанции, разные значения индикации полосками на дисплее. В зависимости от дистанции поля отличный результат. А вот этот прибор, пожалуй, один из лучших приборов, вообще который когда-либо видел по чувствительности. На его реакцию такое же высокое похожее качество было и в модели 123 серии. Правда, не в этой модели, а тот, что был селектором. Но в плане NCV этот прибор один из лучших в нашем опыте. Ну и смотрим в зависимости от приближения даже малых напряжений, как все хорошо работает. Теперь попробуем возможности прибора в качестве обнаружения фазы с помощью одного щупа. Внимание, только обязательно с помощью одного щупа, потому как непонятно, что появится на втором конце, и в целях безопасности измеряем только одним щупом. Ну и отличный результат, как видим, идет правильно отличие фазного провода. На этом приборе смотрим от близкого расположения к блоку питания, начинает ловить фон, но если брать в руки щуп, то почему-то теряется сигнал. Мультиметр пока что работает в положении Low. По идее, это более низкая чувствительность, хотя по факту здесь чувствительность наоборот более высокая в данном режиме. Но при этом хочется отметить, что функцию прекрасно отрабатывает.
точно так же, как и на этом приборе. И, как видим, прекрасно отличает фазный провод, причем даже с более высокой скоростью, чем на этой модели. Функция измерения температуры неправильно показывает, потому что вместо термопары установлены щупы. Измерение без термопары не получится, поскольку нет встроенного датчика. Теперь видим, как измеряется температура в помещении. Точно так же на этом приборе, но не следует обращать внимание на то, что есть небольшое расхождение в температуре, поскольку приборы и датчики очень точные, а температура стабилизируется, выровняется, когда пройдет немного времени, хотя уже все выровнялось. Этот прибор одновременно может показывать и градусы Фаренгейта, но и при желании на втором приборе можно спокойно переключиться между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта. Проверяем немного, как фиксируются высокие температуры, скорость, реакция термопары. Как видим, нет инерции, все быстро нагревается, в том числе и быстрое остывание. Еще один небольшой тест. Проверим, на какой температуре вскипает вода, ну и точность работы приборов. То, что есть небольшое расхождение в начале нагревания, это то, что у одного прибора датчик находится ближе к нагревателю. Естественно, там температура изначально будет повыше. Приподнимаем нагреватель и, как можем видеть, почти выравнивается. А еще более точнее выравнивается температура, когда уже достигает более высоких значений температуры. Вскипает вода ну и как видим, оба прибора одинаково измеряют. Одинаково идет остывание на датчиках, температура. Теперь наконец-то будем измерять функцию прозвона. Начнем с этой модели. Помимо звука смотрим, еще дублируется и световым индикатором. Ну и на размыкание тоже все очень быстро. Также проверим скорость отклика. Но неплохо. Ну, а на этой модели уже прозвонка это самая лучшая. Можно сказать, даже не уступает 61 серии. В том числе и старой версии 61 модели. Одним словом, это лучший прозвон. Далее можем переключиться в подрежим измерения уже сопротивления. Здесь также кнопкой Range можем выбирать целые числа, ома, килоомы, мегаомы и так далее. Удерживая кнопку Range, снова возвращаемся в автоподбор диапазонов измерения сопротивления. Малые сопротивления, конечно, прибору не удалось зафиксировать. Здесь уже нормально есть индикация. Половина ома показывает отлично, точный результат. Дальше тоже все быстро измеряется. Есть 1 килоом, 100 килоом, 1 мегаом и 24 мегаома. Все отлично измеряется. На этом приборе точно так же можем выбирать с помощью кнопки Range
разные значения диапазонов измерения, либо снова удерживая кнопку Range, возвращаемся в автоматический подбор диапазонов. Малые сопротивления в этом приборе тоже пока что не удается зафиксировать. А вот 0,22 Ома еще как-то пытается. Этот показатель чуть получше. Половина Ома измеряет очень точно. 1 Ом получается измерять. На 5 Ом чуть меньше показывает. Дальше тоже все достаточно быстро. И видим значение измерения в 24 мегаома. Это при прекрасном результате самих шипов, при нулевом сопротивлении между шипами. На измерениях теста диода смотрим сперва напряжение на шипах. Это прекрасный результат, учитывая, что в приборе установлены аккумуляторные элементы питания с более низким значением напряжения, но, как могли видеть, на шипах почти 4 вольт отличного результата для тестирования диодов и светодиодов. Данный мультиметр точно также выдает 4 вольт на шипах. Смотрим пример измерения теста диода. Все быстро, дублируется звуком, но, к сожалению, не дублируется световым индикатором. Измерение диода в обратном направлении. Абсолютно одинаковую работу показывает и этот прибор в режиме теста диода. Смотрим, как прибор работает с светодиодами. Тут тоже все отлично, есть индикация падения, также отлично все зажигает. Одинаковые отличные измерения и на втором приборе, в том числе зажигаются все светодиоды. Попробуем еще на примере светодиодной лампочки. Тут тоже все отлично, и падение, и зажигание. Оба прибора одинаково хорошо измеряют. Теперь будем пробовать измерение емкости конденсаторов. Будем измерение начинать с самых малых емкостей, пикофарадов. Здесь можем наблюдать 3 цифры после запятой. Это и есть пикофарады в режиме измерения нанофарад. Измеряется достаточно быстро, видим нанофарады. Это уже пикофарады. Пытается измерить и даже 22 пикофарад. Тоже неплохо. Ну и 10 пикофарад. Показывает тоже неплохой результат. На этом приборе видим, насколько быстро идет измерение. Значительно быстрее. Пикофарады тоже отличная скорость измерения. Но вот измерение самых малых емкостей, видим 22 пикофарад, чуть-чуть превышает порог.
Ну и емкость в 10 пикофарад, тут тоже видим, есть приличное превышение. Далее смотрим, как измеряются более крупные емкости. Начинаем с 2,2 миллифарад. Все достаточно долго измеряется, но видим, результат очень хороший. Измерение остальных больших номиналов емкости. Здесь увеличиваем скорость видео, чтобы долго не ждать. И как видим, прекрасно идут измерения вплоть до 22 миллифарад. На этом приборе точно так же смотрим, долго измеряет. Все достаточно долго измеряется, но результат здесь тоже отличный. Остальные измерения тоже в ускоренном видео, но попытки измерения емкости в 12 миллифарад и выше на этом приборе, к сожалению, не получилось. Мультиметр такую емкость просто не увидел. Далее посмотрим работу кнопки Hold, это фиксация измерения, то есть нажимаем кнопку, идет удержание показания измерения, очень полезная функция, все то же самое и на этом приборе, короткое нажатие, идет фиксация удержания показания измерения. Далее рассмотрим возможность измерения частоты, на этом приборе все просто, выставляем соответствующий режим. А на этой модели еще предстоит догадаться, как включить этот режим. То есть в режиме измерения напряжения, в вольтах или милливольтах, в разных режимах нужно сперва переключиться на сам режим и только потом выбрать режим частоты отдельной кнопкой. Но в ручном режиме, конечно же, частота измеряется гораздо лучше. И даже видим, что идет фиксация ниже 1 Гц. И даже попытки увидеть половину Герца. Отлично, как видим, есть измерение. Ну а все, что ниже, к сожалению, уже недоступно. Посмотрим максимально возможное измерение частоты. Поднимаем выше и выше. 50 Гц, естественно, нормально, но это при малой амплитуде. Измеряется 1 кГц. Ну и частота выше 1 кГц. Смотрим, не хватает амплитуды. Перестает измерять. Хотя 2 кГц с трудом отображает, но все же падает измерение. Добавим нормальной амплитуды. Видим, сразу обновляется частота, появляется нормальная форма сигнала с увеличением амплитуды. 6 кГц нормально, 7 кГц, 8, 9. Видим отметку выше 10 кГц. И как видим, здесь максимум 12 кГц. И как написано в руководстве пользователя, частота здесь измеряется в двух разных режимах. Соответственно, то, что мы измеряли, это до 12 кГц. А то, что написано на упаковке, прибор способен измерить чуть более 9 МГц. Но для этого измерения более высокой частоты, потребуется уже переключиться на другой режим измерения. И как можете убедиться, прибор измеряет уже более 7 МГц частоту. 8, 9 и даже больше 10, 12. И, как видим, прибор измеряет больше, чем указано в руководстве пользователя. То есть целых 12 МГц частоты. Но измерение такой высокой частоты достигается благодаря только этому режиму. Но на другом приборе этот же режим измеряется еще лучше. Как видим, уже пройден порог 13 МГц. 14, 15, 17.
Снова хочется заглянуть в технические параметры, которые указаны на упаковке. И как можем видеть, на обе прибора одинаково указана максимально возможная частота измерения. Это 10 МГц. Но как видим, прибор уже превышает в 2 раза этот порог. Прибор измеряет даже более чем в 3 раза указанную в параметрах частоту. Думаю, для этой ценовой категории прекрасный результат. Теперь проверим режим измерения токов. Вставляем щуп. Прибор сам распознает измерение токов. Загорается красным цветом кнопка. При контакте с гнездом щупа создается некий образ обратной связи. И прибор автоматически распознает, что это именно измерение тока. И прибор автоматически переходит в режим измерения токов. Для начала попробуем проверить, насколько точно отображает переменные токи, миллиамперы, и на частоте в 1 Гц пока нет стабильности, а вот уже с нормальной частотой уже фиксируется достаточно точный ток, причем достаточно стабильный ток, и держится ровно до тех пор, пока, увеличивая частоту, не испортим форму сигнала. Естественно, с возрастанием идет и падение по току. В режиме измерения токов также доступна функция выбора ручного диапазона с той же кнопкой Range, и вернуться в авторежим снова удерживаем данную кнопку нажатой. Теперь перекидываем щуп в режим измерения микровольтов. Здесь уже кнопка Range не работает, поскольку недоступен выбора диапазона. Всего один лишь режим измерения микроамперов. И для того, чтобы убедиться, что реально работает этот режим, удаляем лишнюю амплитуду, убираем мощность. И как видим, те самые микроамперы. Но в данном режиме помимо микроамперов есть еще одна цифра после запятой. Но это уже доли 1 микроампера, и результат, конечно, впечатляет. Ну и как видели в начале, измерение токов на этом режиме с превышением порога, даже при значительном превышении порога, если раньше приборы попросту выходили из строя, то здесь выдается ошибка, overload, так скажем, перегрузка, но прибор при этом, предохранитель не сгорает, и прибор нормально продолжает функционировать. На этом мультиметре в привычном для нас опыте переводим режим измерения микроамперов. Все предельно просто. И здесь точно так же с превышением порога можем наблюдать, выдается снова ошибка overload. И тоже при значительной перегрузке, смотрим, при большом превышении порога все равно прибор остается в режиме перегрузки, ничего с ним не случилось. И когда токи начинают снижаться в заданном коридоре, прибор снова возвращается в нормальный режим измерения и отображает правильное измерение малых токов, как указано на самом приборе в пределах заданных токов. Максимум до 1000 микроампер. Ну и кому интересно, в режиме работы больших токов, тут тоже прекрасно отражает даже малые миллиамперы. Прибор автоматически подбирает диапазон измерения, но, так сказать, умение очень точно стабилизировать, показывать малые миллиамперы, особенно что касается в грубой цепи измерения высоких токов, даже возможности отображения микроамперов, на мой взгляд, это просто сказка в данной ценовой категории. Это просто подарок, особенно для начинающих пользователей, за невысокую стоимость получить прекрасные результаты измерения. Измерение постоянных токов. Здесь точно так же можем видеть работу микроамперов. Постепенно поднимаем напряжение, но токов пока не видно на блоке питания высокоточном, потому что там нет разрешения микроамперов, которых можем наблюдать на мультиметре.
Поднимая напряжение, поднимаем ток на мультиметре, видим значение близкое к 1 миллиамперу. И все, что выше, идет в ошибку перегрузка. Особенно полезная функция для заядлых любителей сборки и тестирования аудиоусилителей. Ну а измерение в режиме коммутации силовой части. Тут тоже видно почти неплохие режимы измерения. По точности неплохо повторяет значение как на точном блоке питания. И соответственно может измерять максимум до 10 ампер. Измерение малых токов постоянного напряжения. На этом приборе тоже наблюдаем. Есть индикации тока значением ниже 1 микроампера. Это тоже для каких-то сверхточных измерений. Причем даже можем видеть, есть неплохая стабилизация по току. Четко фиксируется значение измерения на столь невидимых значениях тока. Правда, фиксируется не так быстро, но все равно очень хороший результат. Это даже не миллиамперы, которые любят автолюбители измерять утечку тока. Для них как раз сейчас достигнем тот результат, который более-менее пригоден для проверки измерения утечки токов. Тоже постепенно поднимаем нагрузку, увеличиваются токи до максимально возможных, и прибор уходит в защиту. И прибор снова не выходит из строя, как видим, все работает. В целом нормально измеряет как в режиме микроамперов, так и более высоких значениях токов. И ток утечки для автолюбителей. Смотрим на обоих приборах. Отлично. Есть возможность отображения миллиамперов, причем прекрасно измеряется даже в цепи высоких токов. И одинаково хорошо на обоих приборах. Все работает. В целом нормально измеряет как в режиме микроамперов, так и более высоких значениях токов. И как видим, почти близкие по результату в сравнении с блоком питания. Теперь такой небольшой тест. Проверим мультиметр, на каком напряжении начинает работать. Поднимаем напряжение, выйдем, есть небольшие токи. Стартовые. Прибор пока не запускается. На отметке в 2,5 вольта видим первые признаки жизни, но при этом видим горит индикатор низкого заряда. И прибор работает, горит дисплей не на полную яркость. Но при этом потребляет достаточно высокий ток. И самое интересное то, что этот ток, он нестабилен. Непонятно, что мешает в приборе, но идет постоянное обновление, изменение потребления токов. Такое ощущение, что заряжается какой-то конденсатор. Можно было сказать, что идет зарядка элементов питания, но в приборе их попросту нет. Сейчас он питается напрямую через блок питания. И при нормальном напряжении 4,5 вольт, как и следовало ожидать от трех нормальных элементов питания стандарта 3А алкалиновых, к примеру, то в данном случае тоже ток потребления особо не меняется, но при этом видим снова скачет ток, нет, так сказать, стабильности потребления прибором. Скорее это какой-то заводской брак, и что скорее это причина конкретно данного экземпляра. Поскольку этот прибор в самом начале мы показывали, как себя ведет странно, и хочется верить, что в новом точно таком приборе не будет таких проблем. Проверяем потребление тока с включенным дисплеем. Для такой приличной яркости ток потребления почти не изменился. И такой небольшой тест, как потребление тока прибором в выключенном состоянии. Здесь смотрим, есть токи потребления. Это пока вы не пользуетесь прибором, ваш прибор будет медленно-медленно разряжать емкости элементов питания. И точные токи потребления, как видим, 5-6 микроампер тока. В принципе, это не так уже и много, но факт то, что потребляет. На этом приборе тоже смотрим попытки включения. В пределах 2,5 вольт. На дисплее снова индикатор, который информирует о том, что не хватает заряда, разряженные элементы питания.
На напряжении свыше 3,5 вольта этот индикатор теряется с дисплея, соответственно, прибор уже на таком напряжении начинает более-менее стабильно работать. То есть с аккумуляторными элементами питания этот мультиметр вполне нормально может работать. Ну и как можем наблюдать, здесь более-менее такие оптимальные потребления тока, причем стабильные, но в рабочем режиме все еще в таком напряжении продолжает гореть индикатор низкого заряда. Снова поднимаем нормальное рабочее напряжение 4,5 вольт, индикатор теряется, но при этом, как видим, отличный результат, не поднимаются токи потребления, и с такими достаточно невысокими токами на одном полном заряде от 3 элементов питания прибор может вытянуть при не очень активном пользовании половина года пользования мультиметром. Ну а с включенной подсветкой для дисплея можем видеть, в 2 раза увеличивается ток потребления. Соответственно, это и есть 2 раза увеличение расхода энергии емкости элементов питания. И еще такой важный момент, на этом приборе мультиметре тоже смотрим возможности потребления тока в выключенном состоянии. Выключаем прибор, и вот тут все отлично. Как видим, четко стоят все нули. Снова убедимся, что реально цепь еще не прервана, все работает, но нет токов потребления. Убедимся этому еще и в режиме микроамперов. Как видим, прекрасный результат полным отсутствием токов потребления. В целом мне этот прибор нравится больше всех в начальной линейке. Это реально очень хороший прибор. Ну и теперь для тех, кто хочет заглянуть вовнутрь, здесь, конечно, можем видеть совсем иную конструкцию. Это совсем разная разводка, совсем разные платы. Здесь также можем видеть достаточно крупное реле, которые уже начали ставить многие бренды. И достаточно громко слышно за пределами прибора, как все это переключается, щелкает. Но с таким реле, который умеет коммутировать хорошие токи, достаточно высокие, возрастает и в целом надежность прибора. Стоят абсолютно одинаковые предохранители, всего по одному штуку на каждом приборе. На обоих мультиметрах установлен одинаковый процессор SD7502. Это вполне возможно обновленная версия той, что устанавливали и на модели попроще, где счетчик измерения был на более скромные показатели измерения. И такое обновление, скорее всего, связано с увеличением напряжения питания прибора. На шипах, чтобы поднять напряжение до 4 вольт без преобразования, во избежание потери лишних токов. Ну и тем более 7501, на чем построены мультиметры, прекрасно работают, и есть как бы определенно накопленный опыт для перехода на более совершенные модели приборов. На этой модели еще рядом располагается неизвестный контроллер, и, по-моему, производитель тут решил не раскрывать свой секрет. Есть одинаковая маркировка на платах, также предположительно указана дата изготовления, скорее это дата прошивки, обновления, так скажем, версии прибора. И по вот этим отверстиям у всех наверняка возникла мысль о том, что будет отсюда проникать грязь, пыль, но нет. Производитель все предусмотрел, на ответной части видим углубление, все плотно закрывается и как бы перекрывает путь попаданию грязи вовнутрь. Ну и эта практика была еще на начальных моделях. Здесь также можем видеть, как выступает кант, точно так же повторили и на более современном приборе. И этот кант плотно погружается вот в этот паз. Соответственно, получается почти полная герметизация корпуса. А если еще сюда положить какой-нибудь уплотнитель, то тогда можно сделать и герметизацию от влаги, воды. Казалось бы, есть открытое окно из-под предохранителя, но это тоже достаточно плотно закрывается крышкой. Внутри, как видим, нет металлического экранирования, но что-то изображено маркером, непонятно, что имелось в виду.
В углу также можем видеть NCV датчики, сенсор. В целом на новых процессорах новая 60-я серия время покажет, как будут работать мультиметры. И хотя оба прибора показывают прекрасные результаты измерения почти во всех диапазонах, но в большей степени понравилась работа именно мультиметра с традиционным селектором. Видим отличная защита в сравнении, к примеру, насколько поменялась компоновка в сравнении, хотя конкретно на этой модели местами видим следы пайки неотмытого флюса. Скорее всего, кажется, этот прибор подвергался либо доработке, в худшем случае подвергался ремонту. Мультиметры, как можем наблюдать, с каждым днем становятся все более защищенные, больше автоматики, встраиваются различные реле. Это все понятно, но странное еще в этом приборе то, что как он реагирует, как показали в начале видео. Непонятно, что с ним происходит, и все же склоняюсь, что конкретно данный образец это заводской брак. Поговорю по этому поводу с производителем и оставлю в комментариях ответ. И мне больше всего верится, что это единичный случай. И это лишний раз доказывает, что приборы все-таки лучше брать в надежном, знакомом, известном магазине. Спасибо всем за просмотр.